О, привет! Вы уже здесь? Значит, идем в новое путешествие по городу Стамбулу. Салют! Неожиданно. Узкие стамбульские лифты. Так, поместилась. А теперь едем вниз. Как вы уже поняли, это канал не местные. Мы сегодня идем. Куда мы сегодня идем? Мы едем, перемещаемся из Европы в Азию. Угу. Так что я думаю, выпуск будет интересный. Сразу поставьте лайк авансом, потому что я думаю, вам понравится. Ну все, побежали. Вы чувствуете воздух Азии? Как хорошо, что вы не чувствуете запаха. Это же Азия. Такси здесь вообще не нужно. Все, карту можно выкидывать. Я не знаю, зачем так сделали. Азия — это запахи. Автобусы, туалеты, заборы, промзоны. Они умеют отдыхать. Отдыхать, кайфовать, останавливать время. Вот здесь безопасная зона, да, если вдруг будет цунами. Все лежат, отдыхают. А тут вообще надо быть очень осторожным. Ой, обалденно, да? Не переключайтесь. Добираться до азиатской части мы решили на метро с 2 пересадками. Здесь можно добраться куда угодно. Что мы, собственно, и делаем. Приобрели карту 2 раза уже. И вот передвигаемся посредством метро. Очень удобно, очень быстро. И думаю, такси здесь вообще не нужно. Вы чувствуете воздух Азии? Воздух Азии? Нет, пока не чувствую. Пока я чувствую, что сегодня наконец-то тепло, солнечно. И мне хочется снять толстовку. Мы приехали в азиатский район. Но потом расскажем, почему так называется. А район называется, первый наш район, район Кадыкёй. Вот, это один из самых исторических районов Стамбула. У нас закончилась карта, лимит подошел уже к концу. Карта Истанбул. Сейчас будем снимать, как новая берется. Да, сейчас мы покажем, как покупать карточки. Вот такой желтый аппарат, билет Матик. Здесь есть языки, то есть вы можете выбрать свой. Купить. Нажимаем купить. Наличные. Давайте наличные. You can buy Istanbul card from this menu. А еще здесь есть постоянно вот эти вот тикающие просто секунды, и ты должен в течение 10, 11 вставить деньги. Хорошо, деньги вставляем. Вставляем турецкие лиры, товарищи. Не рубли. Не рубли, не доллары. Согласие. Согласиться. Нажимаем. Деньги 200. Please take your card from return tray below. Сейчас она упадет сюда. То есть мы купили карту за 70 лир и плюс 130 на баланс уйдет. Вот. Такая карточка. На балансе там чек вышел. Это наша 3-я карта, да, уже? Да, 3-я карта, и на каждый лимит 500 лир. Если заканчивается 500 лир на карте, то все, карту можно выкидывать. Я не знаю, зачем так сделали, потому что, ну, это как бы нелогично. В тех же самых Эмиратах там пополняешь сколько хочешь. А здесь уже 3-я у нас карточка. Вот. Но осталось нам несколько дней здесь пожить. Я думаю, что ее хватит. Это вообще-то зачем? Это не бесполезная карточка, это моя новая закладка. Выходим с метро. Вот, идем дальше. Ну, вы чувствуете, какая погода? Солнце, ясно. Здесь даже теплее как будто, но это же Азия. А почему называется Азией? Это часть Стамбула. Есть же часть Европа, есть азиатская часть. На самом деле мы прочитали, что Стамбул, оказывается, такой уникальный город, который Босфор пролив делит на 2 части. Сначала думали, что это просто вот название районов, но оказывается нет. Это реально географические части. Это Азия и Европа, части света. Представляете? Так что мы сейчас вот сделали такую уникальную вещь. Переехали из Европы в Азию на метро. Да, это очень интересно, и вообще, почему заинтересовала нас именно эта часть Стамбула, потому что она считается менее туристической, эта часть считается, такой, как сказать, самобытной и очень аутентичной. И мы решили это тоже проверить, и сейчас походим по интересным местам района Кадыкёй.
А еще у меня новая зеленая футболка. Оцените. Он не хотел брать зеленый, он говорил, что он как лепрекон. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это классный цвет. Или мне нужен сундучок. Нажали. Красный наш, зеленый общий. Ну вот так и есть. Мы нажали вот такую штуку здесь. Вот так. В общем, ждем. А людям вообще все равно, они идут. И мы как бы тоже на самом деле так же бегаем, но вот здесь совсем не хочется. Это такое как бы движение. Я думаю, мы дождемся. Дождемся, нет зеленый. Конечно, дождемся. Тут просто очень долгие стафоры, довольно загруженные трассы. Там много машин, поэтому дождемся, конечно. Мы же нажали. Там машины идут, блин. Ну. Сбивать машину. Короче, мы законопослушные. И переходим. Сейчас еще там не успеем на той стороне, и там будем стоять 20 минут. Так. Ну все. Нам куда-то туда. Сейчас я посмотрю по карте. Везде что-то строят. Какие-то строительные материалы, площадки, как будто вообще заброшенные. Куда мы пришли? Туалетом пахнем, пойдем быстрее. Вот в этот раз я скажу, как хорошо, что вы не чувствуете запахов. В общем, идем дальше. Тот еще аттракцион дойти, подход к месту, потому что вокзал отсюда можно было пройти, но он закрыт на реставрацию. Он, кстати, закрыт, по-моему, уже давно. Поэтому мы обходим. Как он сказал? Right? Да. Направо и направо. Еще пойдем в другое место. Здесь много красивых, интересных мест. Вот какой-то... Это что это такое? А, это мечеть Хайдар-Паши. Мечеть имени Хайдар-Паша, и как раз же его именем назван вокзал здесь большой, на который нас не пустили. Что, идем дальше. Гражданочка, скажите, пожалуйста, как пройти к вокзалу? Важная такая, ходит она. Что за контроль? Вот так выглядит Азия. Такая барышня здесь. И вот тут тоже граффити. Адекан. Видимо, автор этого творения. Что Азия? Азия — это запахи. Вон Какие? там туалет платный. И из него такой запашок хороший стоит. Ты же хотел Турцию, Стамбул без торговцев. Что я хотел? Стамбул без торговцев. Ты думаешь, их здесь нет? Нет, Здесь меньше. тоже дофига как бы. А вон тут продают сидят. Не знаю, я пока не вижу, что продают. Мне бы увидеть дорогу, по которой нам идти. Но пока я вижу только автобусы, туалеты, заборы, промзоны. Не знаю. Банкоматы, уже хорошо. Цивилизация и жизнь. Так. Костя, автобус. Наш автобус? Не наш, он прям на тебя ехал. Собака, редкий случай здесь. Потягуши. А еще они с бирками, кстати, вы заметили? Вон там еще одна собака лежит. Что вот он, вокзал Хаджи-Паши. Вот вокзал, куда мы шли. Рыбку вытаскивать. Где? Там вдалеке. Тянет, тянет. Нет, это не рыбка, это поплавок. В общем, зато видно Босфор. На котором мы, кстати, плавали. Если вам интересно, вот ссылка на выпуск здесь будет. Да, обязательно посмотрите. Классный выпуск получился. Ha bugün ha yarın bu kış bitecek.
inancın tam olsun, munzurun olur. Dostluk türküleri hep söylenen. Парк Кадыкой, фестиваль парк, так было написано. И вот здесь какая-то очередь, но я не верю, что мы будем сейчас стоять. Пойдем до конца пройдем? Давай посмотрим, куда проходит. Вход в фестиваль парк. Мне надо прочесть, что там написано. Фоткаться, перевести. В общем, мы не пошли в этот парк. Как вы видите, да, мы не в парке. Не было никакой информации, не было никакой афиши, что там именно происходит. Была только толпа просто молодежи на вход. Вот. И правила на входе, которые гласили, что нельзя снимать, нельзя делать фото. Вот. И такие были термины, как артист, организатор концерта. Ну, то есть, похоже, там проходил какой-то модный концерт для молодежи. И мы решили такие, ну ладно, пойдем в парк мода. В общем, идем дальше. Да? Я впервые вижу такую табличку. Предупреждение, если будет цунами, то вам нужно забраться на Ювенли Болдж. Нет, цунами безопасная зона. Вот здесь безопасная зона, да, если вдруг будет цунами. Будем знать. Вау. А вдруг? Блин, тут такой маленький пролив Босфора и есть вероятность цунами. Наконец-то нашли мы до входа в парк. Вот здесь парк. Молодежь отдыхает. Сегодня суббота. Ну, красиво. Очень много зелени по сравнению с Европой. Как будто бы мы столько много зелени не видели в той части. Там больше машин, больше промышленные зоны. А здесь вот хорошо мы так спускаемся. Такая чиллаут зона для местных здесь похоже. И много, очень много молодежи везде. Они там отдыхают, кто-то в парке, кто-то на набережной, кто-то на фестивале. И вообще, оказывается, там в Батуми осень. Ой, Батуми! Батуми нас ждет в Стамбуле осень. Судя по тому, что так много, оказывается, желтых листьев. А просто, когда живешь в европейской части, там очень много зданий. Там все застроено, зелени очень мало, и ты не понимаешь вообще смену времен года. А здесь она чувствуется. Вот сейчас пройдем вглубь парка и посмотрим, что там еще есть. Здесь тоже хочется пойти на лужайку и присесть, и отдыхать. Здесь недалеко еще набережная. Сейчас мы до нее тоже пойдем. И если вы слышите звуки, это, скорее всего, с того места, куда мы не попали. Там какой-то концерт, местная рок-группа, возможно. Гуляем сейчас по парку Мода, по набережной, которая находится в этом парке. И тут такое расслабленное состояние, как мы уже говорили при входе, да, вы видели, все лежат, отдыхают. И вот здесь на камнях, на набережной тоже все так удобно устраиваются. Кто-то просто сидит. Вот нагладили котов. Он еще один. Он решил обосноваться на лавочке. Пристроился. Действительно. Кто кричит? Парка мы повернули на такой переулок и вышли на необычный по сравнению с европейской частью район Стамбула. Тоже много людей, хотя изначально поменьше было, но здесь видим, что их все-таки много.
Но немножко разная архитектура. Поновее, что ли, здесь дома. Много очень зелени, да. Цветы продают. А почему здесь много людей? Потому что это знаменитая именно в этом районе улица, называется Мода. А, это улица Мода. Это улица да. Мода, это был парк Мода, вот куда мы ходили. Вафли, между прочим, вафли, смотри. Красиво очень кафе. Не хочешь вафли? Бабушкины вафли называются, Granny's вафли. Да, ты все знаешь теперь. Потому что я учу английский, но пока не могу читать в оригинале. Очень скоро. Елизавета, если ты смотришь это видео, знай, я хочу не только разговаривать свободно, но еще и читать книги в оригинале. В общем, это было отступление. Мы идем по этой улице и идем в одно кафе. Туда мы планировали свой поход, потому что я узнала о нем заранее, что оно здесь есть. И там мы будем есть местное национальное блюдо. И покажем вам какое. Пока ничего не буду говорить, потому что не знаю вообще. Покажем вам наши честные эмоции, как обычно, понравилось, не понравилось, ценники и прочее. Мы нашли удивительного кота. Ты удивлен? Удивлен. Удивлен, что мы ничего тебе не принесли. Там еще какая-то кошка лежит. Вообще их много. Но этот очень удивительный. И такой чистенький. Да, розовый нос. Мы видим твой розовый нос. Ты крутой. Ты очень крутой. Местный кот. Мы идем по улице, и вот здесь устанавливают везде флаги в каждом окне. Там праздник какой-то национальный. Так, ну такое-то заведение. Себастьян. Здесь у нас кондитерская вроде бы. Что здесь продают? Это же знаменитые чизкейки Сан-Себастьян. Я думаю, те, кто был в Стамбуле, наверное, их пробовали. Мы еще нет. У нас этот пункт еще не закрыт, но мы обязательно попробуем. Видите, какое большое количество. Все свежие чизкейки. И вот то, что их так много, говорит о том, что они реально пользуются здесь популярностью. И судя по тому, что здесь очень много людей сидит, как бы действительно они очень вкусные. А еще их поливают, насколько я знаю, разным топпингом. Столько отзывов я не слышала, прям что их обязательно надо попробовать. Попробуем. Здравствуйте. А вы были на Таити? Я понял. Вы это видите? Brutal Studio. Брутальный чувак. Все отдыхают. Да, вы знаете, вот только хотела как раз сказать об этом. Здесь, в Стамбуле. И вообще, мне кажется, это вот то, чего нет у нас, жителей там средней полосы России. И то, что нам необходимо перенять у южных жителей, они умеют отдыхать. Отдыхать, кайфовать, останавливать время. Вот просто сейчас вы наверняка видите, да, эту атмосферу. Они просто сидят за маленькими столиками, просто сидят. Ну, кто-то взял чай, кто-то там взял другие напитки. Но они просто сидят, пьют, наслаждаются. Кто-то один, кто-то там по двое, по трое встречаются. И вот это вот время остановилось. Нет беготни, нет спешки. Как бы, да, здесь-то ездил, здесь очень много людей, но в целом они такие все расслаблены. И это классно. Я порой даже сама понимаю, блин, во мне этого нет. Мне надо что-то постоянно что-то делать, куда-то идти. Вот надо остановиться и отдыхать. И вот наслаждайтесь этой атмосферой. И самое главное, постарайтесь перенять ее. Причем это еще суббота. Завтра, напомню, в Турции не работают очень много предприятий, даже аптеки не работают. И вообще здесь все будет закрыто, что связано с работой. И, разумеется, открыты все кафе и бары. Я думаю, людей будет еще больше.
всегда работать, всегда быть в колесе вот в этом, это не есть хорошо, и как раз-таки, ну, Турция и ее жители нам это показывают. Спокойно отдыхают. А еще напоминаем вам, что у нас есть наши соцсети. QR-коды будут на экране, ссылки в описании. И вы только сейчас смотрите этот выпуск, а наши зрители, например, из Телеграма, вместе с нами уже гуляли по этому району, поэтому многие из этих моментов они уже видели. Подписывайтесь. Все. Автобус из Гарри Поттера, вы знаете, как гнал сейчас? Вот, кто помнит Гарри Поттера? Помните автобус из 3-й серии? Гарри Поттер и узник Азкабана, который его забрал и там проезжал, просачиваясь между другими машинами. Вот это тоже остановился прямо перед нами. Так что тут вообще надо быть очень осторожным. Нельзя взять и просто перейти там дорогу, как тебе вздумается. Мы подходим к тому месту, которое нам кто-то о чем-то рассказал, Аделине. И она думает, что здесь будет что-то вкусное. Да. Итак, мы решили покушать в этом заведении, пообедать. Мистер Дамплинг, вот такие цены. Если кому интересно, ставьте паузу, смотрите. В общем, чтобы получились рубли, нужно умножать на 3,7. Примерно так. Ой, так плохо видно, конечно, но вот веганские. О, классно. Нарисовано все. Мне очень нравится, когда все ярко красочно и видишь, что ты заказываешь. Здесь у нас какие-то блюда тоже, вот шафандлар. Вот здесь какой-то большой, огромный пельмени или что это такое, кинкали. Да, классический, просто вареный, но вот попробуем. Пироги. Вот такие мы попробуем, наверное. Да. Написано юг. Этого нет. Стоит 180. Вы только посмотрите, что нам принесли. Это огромные порции вообще, да? Я не знаю, как я это съем вообще. Просто моя рука и порция. Ты съешь. Нет. Ты съешь. Нет. Ты Нет, любишь- я постараюсь. Ты любишь пельмени. Я обожаю пельмени. А если этот выпуск увидит моя тетя, Базик. Базик, я так хочу твои пельмени, но сейчас я попробую турецкие пельмени. Вот моя рука и вот порция. Просто посмотрите, насколько это огромное. Чистая рука, между прочим. Я Вот помыла. Помыли, да. Вот свои огурчики, здесь базилик, масло и так далее. Круто. А еще вот здесь я увидел, какая-то статуэтка есть. Какая-то награда. Итак, начинает Аделина. Соус похож, конечно, на сметану, как подают наши пельмени, да? Но нет, это какой-то йогуртовый соус, а здесь что-то, я думаю, с перцем связано. Ну это наши пельмешки, только очень маленькие. Но мясо там не чувствуется. Вот так прям, как мы привыкли, да, кусаешь там кусок мяса. То есть Ну, мяса там- мало, да? Мяса мало, потому что они, посмотрите, какие маленькие, вообще без соуса. Просто это малюсечки прям. Но поэтому принесли, кстати, видимо, ложку, чтобы сразу так взять несколько штук и в рот. Но соус, товарищи, бесподобный. Второй вкуснее был, да?
В общем, не зря я сюда хотела все это время. Ведь еще вкуснее. Надо брать сразу 2 или 3. Во. Буза это, по-моему, что-то азиатское, да? По-моему, да. Я ничего не помню. Но я вижу здесь сколько очень много Это йогурта. йогурт. И он очень вкусный с этой приправой. Не-не, размешай вот. В смысле? Ну, не, А, всё когда, вместе? ну как-то да. М, Ну все. И вот туда сейчас серединку макай. Ну-ка. На хинкальки похоже. Прям такой хинкалик, но как пельмень, да. Очень нежное мясо. Толстое тесто. Мясо прям растекается во рту и пропадает. Ну, вкус есть. Как сметана с пельменями. Происходит. Ну, в общем, давай попробуем еще раз. Ну что, может быть, есть надо как хинкали, вот такой взять? Нет, я думаю, что надо полностью есть. Выпить сок? Нет? Нет, ты же не в Грузии. Есть можно, но очень много теста. Очень мало начинки, очень много теста. Попробую, Аделина. Прям несколько, не бери 2, бери несколько. Обмакай обязательно в соусе. То же самое. Абсолютно то же самое, просто поменьше они. В общем, наесться можно, такая плотная, хорошая еда. Очень классно. Ну, то есть нормально, мне нравится кисловатый соус, но это не йогурт. Йогурт бывает еще кислее. Здесь похож на сметану, прям максимально похож на сметану. А еще у меня есть лимонад. Это мой лимонад. О, это Обалденный, классно. Я тоже да? такой хочу, сейчас такой возьму уже, да. Приятного всем аппетита, кто там кушает, тоже, да, берите что-нибудь кушать. Очень вкусно. Ну все, мы продолжаем. Вы посмотрите, кто не доел вкуснейшие пельмени. Тебе понравились они? Я не могу, мне очень понравились. Это однозначно прям, не знаю, из 5 это 4. Ты вот когда держишь камеру, ты ее держишь и пальцем мизинцем делаешь вот так. Спасибо вам большое. Ой, классно, нам привезли. Принесли. Вот это просто одно из самых вкусных блюд, которые я здесь ела. Вот просто. Из национальных это самое вкусное. Может быть, мы гюздемени там пробовали, или пидени там пробовали. Ну вот, курицу, да, делают хорошо, но, блин, чисто курица это куда? А это прям... Мы обязательно оставим здесь вам локацию, название этого кафе, место, где оно находится. Потому что его однозначно стоит посетить. Мы шли сегодня там сколько, почти 3 километра, а пешком еще, чтобы дойти до сюда. И это стоит того. Вот сейчас я делаю вот так. Похоже, пришло время не заканчивать мой монолог. Ну, в общем, это вкусно, мне понравилось. Получилось у нас все вместе на 563 турецких лиры. Это у нас 2 вот таких вот классных, кстати, лимонада. Мне очень понравился. Мне тоже понравился. Он такой освежающий, прям супер. И нам вот дали конфетки. Смотрите, как мило. В общем, а я все съел, да. Я молодец сегодня. Отличие от некоторых. А ты как тебе грибы? Грибы. Вот же гриб. Гриб. Очень смешно. Мы из этого гриба сегодня утром вообще не задымили, как быки. Вот ты растешь, вот гриб вырос. Все правильно. Все. В общем, мы наелись, круто. Идем дальше, поснимаем что-нибудь еще, пока солнце не село. Закат через час.
Аделина прям посередине улицы снимает. Что-то снимает и снимает. Зачем ты это снимаешь? Я снимаю это в наш Телеграм, между А прочим. зачем он нужен? Кто? Телеграм. Ну как же, чтобы быть ближе с людьми, с Так подписчиками, у нас с же теми. есть канал в Ютубе. То, что выходит на Ютубе, это из 2 часов съемок, да, там 20-30 минут. Поэтому все уникально, это всегда в Телеграме и понятно, других пошли социальных дальше. сетях. Понятно теперь? Ну, в итоге идем мы по переулкам Азии на метро. Не успели в одно место, потому что уже темнеет, а камера снимает не очень хорошо, когда темно. Песок ну и так далее. Но здесь очень красивые места. Посмотрите. Вот там такой переулок классный. Здесь улица. Там играют в футбол местные дети. Кошки бегают. В общем, жизнь течет. Течет, бежит. Смотрите, там уже закат. И море. Пролив Босфор. Море. Смотрите, ну, ничего, наверное, не видно будет, но очень красиво. Я предлагаю нам пойти туда, хотим? Да. Пойдем дальше. Может, поиграем в футбол сейчас. Все разрисовано. Gerizekalı ben pas vermedim atabilir miyim gol? Abi biz kendine çok... Demin ben kurtarılacağım. Bak demin ben Rani'ye güveniyorum. Ama bunları da pislik yapamam. Как будто тюрьма здесь. Решетки. Посмотрите, все в зелени. Окна. Это же очень красиво. Наверное, жить в таком доме. Классно. Тут еще и магазинчик. Что-то продают. Вообще в Турции, в Стамбуле на любой улице могут что-то продавать. Какие-то тряпки, какие-то безделушки, какие-то что-то еще, старинные вещи. А у вас продолжается ролик, а у нас уже наступил следующий день. У нас в квартире газ. А у вас? Почему мы его продолжаем не из Азии, а из Европы? Потому что мы показали вам в ролике знаменитый турецкий Сан-Себастьян, это чизкейк. Вот, но вчера мы его не успели поесть в азиатской части, поэтому мы решили наверстать упущенное и пришли в знаменитую кофейню, которая называется Вияна. Да, а вот Галатская башня, если вы узнали. Вот, а здесь гриб. Да, Вияна Кахвеси — это кофейня, не рекомендую, вернее, не рекламируем ее, потому что сами туда идем впервые, но с видом на Галатскую башню, которую вы смотрели в прошлом 2 выпуска назад. Вот, поэтому сейчас давайте зайдем и попробуем, насколько он хороший, этот распиаренный десерт. Kışkırtmayın. Почему надо выбирать, Константин? Хочешь все вместе сразу? Я хочу все, это вообще невозможное что-то. Мне кажется, здесь есть кухня еще. О май гад. Это там Сан-Себастьян. Это вот Сан-Себастьян, который будет поливаться различными топпингами, которые только захочешь. Ты даже шоколад захочешь, как обычно, да? Ладно, да, посмотрим, но очень хочу, потому что Аделина мне столько раз об этом говорила. Я сама Пробую. очень хочу. Если вообще место будет, вы же видели там? А мы пойдем наверх. Тирамису. Может, там Конечно, бери все, что хочешь. Я буду Сан-Себастьян.
Мест нет на улице. Вот оно здесь все занято. Где люди? Поэтому мы поднимаемся наверх. Блин, здесь тоже много людей. Я думаю, что есть столик. А теперь смотрите просто на ценники. Вот Себастьян, это как раз таки тот самый Например, чизкейк. Себастьян с шоколадом 275 турецких лир, например. Дальше, что еще? Называй какую-нибудь цену. Ну вот я смотрю через камеру и ни черта не вижу. Давай посмотрим то, что люди все знают. Тирамису 205 турецких лир. Орео кейк тоже знаменитый, везде это есть. Торт 185 турецких лир. Это кусочек, я напоминаю, да? Ты напоминаешь? Угу. Давай, американо и Так, самый американо 135 турецких лир. Кстати, кофе здесь, наверное, даже дешевле, чем в Эмиратах и дешевле, чем в Турции, ой, в Грузии точно. Вот капучино 150 турецких лир. Чай 55 турецких лир. Чтобы вы понимали, средняя цена на чай, ну, средний возьмем, наверное, плюс-минус 30, да? 30-35. Вот, а здесь 55. Вот экзотик есть, зеленый, ну и прочее. Что принесли нам? Ах, да. Принесли. Принесли то, что мы заказали. Чай турецкий. Thank you. Чай. Что хотим сказать? Вообще, чем популярен этот чизкейк? Покажи, пожалуйста, этот чизкейк. Малюсенький чизкейк за 275 турецких лир. Да, вот с руками. Именно этот чизкейк Сан-Себастьян, он испанский. Чем отличается от обычного чизкейка? Тем, что здесь нет никакого теста, он полностью состоит из сливочного сыра, но сыр более соленый. Вот. И фишка у него вот в этой корочке. Видите, корочка? Эта корочка, она при высоких температурах карамелизируется в печи. И при смешении с белком получается вот этот вкус умами. Умами это типа такого естественного и натурального, как это сказать, усилителя вкуса. Вот. Поэтому сейчас будем пробовать. На словах все это очень, наверное, вкусно, классно. И в интернете об этом пишут прям с таким восторгом. Ты снимаешь... А, он такой мягкий. Он настолько мягкий, можете себе представить? Это крем. Это вот тот самый сыр. Это еще нежнее, чем чизкейк, да, такой бывает. Очень нежный чизкейк. Он прям кремовый такой. Интересно, что он солоноватый, действительно. Очень необычный вкус. Сейчас попробую корочку ту самую. Где естественный усилитель вкуса. Вот она, карамелизированная. Как корочка. Она просто сладкая. И такая, я не знаю, по мне это просто, как это сказать, пригоревшая, как обычно говорят, передержанная. Но это фишка этого десерта. Очень нежный шоколад. С сыром творогом. Ну, как чизкейк, короче. Ну как? Я не понял, если честно. Просто очень вкусная вещь, но стоит ли она этих денег? Мне кажется, это распиаренная просто такая вещь, что все равно вы дойдете сюда и купите, раз вы оказались недалеко от Галаты. Есть можно. Пойдет. Вот так быстро был Себастьян, и нет его. Мы поели. И на двоих у нас вышло 660 турецких лир. Вы знаете, хоть они и маленькие, вот эти порции, но я еле доел, это очень сытно. Я прям не знаю,
желудок уже говорит, что все, хватит уже. Вот еле-еле съел последнюю ложку. 5 минут назад все это так привлекало. Thank you. Просто люди. Здесь вообще яблоку упасть негде. Так, куда нам идти? Давай куда-нибудь уже перейдем. Как всегда, да, как мы любим? Давай туда отойдем. Иначе мы не поделимся впечатлениями никогда на свете. Мы спрячемся в Галатскую башню. Спрятаться за 650 турецких лир еще раз нет, спасибо. Ну что, мы вышли из Вияны. Но я, по моему вкусу, я бы порекомендовала это место. Поставим сейчас вам метку, где оно находится. Вот, и я бы пришла сюда еще, но такой десерт не поешь очень часто. Я прям наелась вот так. Мне кажется, я к сладкому вообще дня 3 не притронусь. Ну, я как бы не особо любитель сладкого, поэтому как-то так параллельно десерты ваши. Нет, ну он же вкусный. То есть нельзя отрицать, что вот он вкусный. У меня сейчас во рту привкус горечи какой-то. Я не понимаю, почему он, хотя и шоколад даже там. Ну, в общем, непонятно. Но поели, очень наелись. Но я думаю, что ненадолго. У нас как раз обед должен был быть. Ладно, посмотрим. Куда дальше? Вот, ну а мы на этой ноте среди людей, просто среди толпы людей прощаемся с вами до следующего выпуска. Они будут тоже... Они будут из Стамбула? Да, будет из Стамбула, конечно же. Вот. Так что ставьте лайки. Ваши лайки помогают продвижению видео, так что ставьте, не забывайте. Да, подписывайтесь на наши соцсети, на наш канал. Пока-пока.